Всем привет! Вы на канале Куратив CG, компьютерная графика. В этом видео я покажу, как создать вот такую вот куртку в Marvelous Designer. Начнем! Откроем программу и добавим аватар. В 2D окне добавим заготовку, простую картинку, которую вы сможете скачать у меня в группе ВК. Нажму на папку и выберу заготовку. Увеличу ее размер. С помощью этого инструмента создам прямоугольник и создам его по точкам. Выберу инструмент выделения точек и граней и подгоню точки. Также добавлю новые точки. Подправлю. Добавлю кривые там, где нужно. Перейду к созданию рукавов. Подгоню нижние точки. Теперь добавлю точку ровно посередине. Нажимаю правой кнопкой мыши, здесь поставлю 50%. Перемещу эту точку. Нажму на ней правой кнопкой мыши и выберу преобразовать в кривую. Заново добавлю точку. Делаем все так же, добавлю ее правой кнопкой мыши и 50%. Добавлю прямоугольники. Здесь нужно создать точки. Если при создании точек будет выделен объект, то при создании будет вычитываться вся область. Так что при создании точек убедитесь, что области не выделены. Также ставим все 50%. Давайте скопируем эту часть и вставим ее как симметрию. Также скопирую эту часть для заднего и вставлю без симметрии. Выберу инструмент выделения точек и граней. Нажму на эту грань. И правой кнопкой мыши выберу развернуть по этой линии. Выберу точку и удалю. Добавлю кривую. Создам новые точки посередине. Создам еще один прямоугольник. Теперь рукав скопирую как симметрию.
Давайте все это подгоним в 3D редакторе. Перейду в режим «Тонкую текстурную поверхность», и в нем можно увидеть обратные полигоны. Как видим, задняя часть темная и надо ее развернуть. Правой кнопкой мыши и перевернуть в нормале. Эту часть тоже развернем. Рукава переместим с помощью привязки по точкам. С помощью этого инструмента начнем сшивать объект. Включу симуляцию. Как видим, воротник ведет себя странно. Уберу на нем соединение. Запущу симуляцию. Немного подправлю. Отключу. Теперь воротник вернем на исходное положение. Так как сделали его сброс, полигоны тоже развернулись. Снова их повернем. И начнем сшивать заново. Включу симуляцию и соединю воротник между собой. Включу толщину. Теперь начну создавать линии с помощью инструмента «Внутренняя линия». С помощью зажатием Shift создаем ровную линию. Кликаем 2 раза, чтобы отцепить. Теперь скопирую эту линию и вставлю ее с нажатием правой кнопкой мыши. Выходит окно. Здесь мы выбираем интервал и сколько будет линий. Подгоним точки под одежду. Начнем перемещать и зажатием Shift перетаскиваем ровно по линии. Выделю все линии и скопирую. Также все точки подгоню.
Угол складки, если его делать меньше 180, то линии выходят наружу, а если ставить больше, то вовнутрь. Жесткость складки – это интенсивность этих линий. Далее включим эластичность. Все начинает сжиматься. Уменьшу силу. И коэффициент, чем ставите больше, тем меньше сжатия. Выделю все, кроме рукавов. И создав для всех выделенных объектов слой клон для объема. Нажму на симуляцию. Выделю все для того, чтобы убрать симметрии. Теперь хочу сделать, чтобы симметрия была только у наружных впереди объектов. Нечаянно внутренние модели тоже стали симметрией. Исправлю. Немного увеличу для того, чтобы появились небольшие складки между линиями. При перемещении нажмите на правую кнопку мыши, чтобы вышло окно трансформации. Примерно увеличу на 5%. При двойным нажатием посередине объекта, объект можно трансформировать симметрично. Также сделаем с задней стороной. Нажмем на симуляцию. Создадим отверстие для кармана с помощью инструмента внутреннего прямоугольника. Нажму на нее правой кнопкой мыши и вырежу. Удалим ненужные части. Приступим к основной молнии. И чтобы поставить, для начала уберем сшивание. На немного запущу симуляцию и остановлю. И с помощью инструмента Zipper создам молнию. Нажмем на симуляцию, и как видим, появилась молния. Она неровная, чтобы сделать ее жесткой, нужно добавить на нее свойства материала. Но для начала давайте создадим свойства материала для одежды. Для этого перейдем в Fabric. Далее в шаблон свойств нажму на папку и выберу специальное свойство, которое вы можете скачать у меня в группе ВК. Она сделает одежду более плотной. Поменяю свойство молнии. Для этого выделю его и выберу специальное свойство. Также можете скачать его в моей группе ВК. Но здесь этот ползунок надо поставить на 99. Теперь молния стала жесткой. Приступим к карманам.
Здесь стоит добавить точку. Соединю. Как видим, молния развернута. Это видно, потому что она темная. И также нижнюю часть создадим точку и соединим. Поменяем свойства. Уменьшим размер. Все действия повторим со вторым карманом. Также можно расстегнуть застежку. Отключаем симуляцию и с помощью инструмента перемещения отпускаем вниз. Включим симуляцию. Выровняем. Также можно изменить объект. Marvelous содержит несколько шаблонов. Поменяем тип материалов. Включим толстую поверхность. Выделю все части, кроме рукавов. Если повышать давление, то объект будет сдуваться. Теперь увеличим меш. Чем меньше делаем размер меша, тем полигональнее становится объект, и одежда становится реалистичнее. Также увеличим меш в молниях. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вас ждут еще много интересных уроков. Всем спасибо и пока.